Всем привет, вам отличного настроения. Мы начинаем новый влог. Я потихоньку собираюсь, потому что у нас есть небольшие планы на сегодняшний день. Сегодня жарко, а значит самое то, чтобы прогуляться. Я продолжаю экспериментировать со всякой молочкой местной. Вот взяла такой йогурт попробовать, он без сахара. И я так понимаю, вообще это термостатный йогурт. Сейчас покажу его консистенцию. В принципе, он неплохой, но я не очень люблю именно термостатные. Ну что ж, мы сегодня прогуляемся до магазина. Я надеюсь, что у нас наконец-то получится купить какие-то такие необходимые вещи, которые есть на примете. Вот поделюсь с вами. А так, в плане беременности у меня увеличивается животик, становится немножко труднее еще передвигаться. Периодически появляется одышка, вот поэтому мы стараемся как-то немножко все планировать, не перегружать меня, собственно, потому что я просто-напросто не могу выдержать каких-то длительных прогулок. Естественно, мне нужно тоже делать перерывы, немножко передохнуть. Вот, но посмотрим, удастся ли нам сегодня наш план. Мы давно хотели купить себе к дивану такой, вернее мне, к дивану небольшой такой столик, чтобы тоже было удобно и кофе попить, и посидеть просто тоже в интернете, в общем, какие-то такие мелочи, в общем, для комфорта. Я хотела купить еще систему хранения, чтобы уже можно было как-то сложить детские вещички, чтобы было тоже удобно пользоваться. Посмотрим, что получится найти. Хотела еще показать круассанчики, которые мы схомячили вчера вечером. У них вот такие вот яркий окрас, скажем так. Я их, к сожалению, не сильно оценила. Покупали мы их вот в такой вот пекарне. Вот так вот она называется. И там очень много продуктов правильного питания. Буквально пару слов про вот эти вот круассанчики, что мы взяли. Насколько я поняла, они веганские. Вот. Для веганских, наверное, это вполне себе неплохо. Вот. В принципе, у них просто достаточно такой специфический вкус, на мой взгляд. Ну и мы заходили как раз в эту пекарню вечером, поэтому, возможно, оно уже немножко портится к вечеру. Если говорить про вот этот вот розовый круассанчик, у него внутри была такая начинка в духе яблочного пюре. И вот она была с кислинкой, как будто он немножко подпортился. Я попробовала как раз у мужа, у него был другой вкус, у него был вкус с фисташкой. И тот был менее кислым. Вот. Я так понимаю, что все-таки это именно условия хранения. В общем, не самая была свежая выпечка, поэтому я не стала его доедать. Вот. Пока что желания брать еще разочек нет. Вторая слойка, которая шоколад, она мне больше понравилась. Но если выбирать между вот этими круассанчиками либо медиалунасом, я всеми руками больше за медиалунас. Вот пока что они меня покорили. Вот больше всего нравится. Очередной мой молочный эксперимент в плане поиска идеального молока под кофе, на мой взгляд, мало чем отличается от самого популярного красного. Мы идем в торговый центр типа Аби. Вот, почти уже до него дошли. Такая вот дорожка с деревцами здесь. Магазин на самом деле такой, я бы сказала, посредственный. Но, в принципе, если нужно что-то такое найти быстренько, вполне себе можно. Во-первых, смотрите, какие краски, а во-вторых, эти деревья меня просто завораживают. Вот эти вот ветви, как же они потрясающе закручиваются. Собственно, сам ТЦ, называется он Изи, плюс здесь есть еще вот такой вот продуктовый джамбо, он мне очень нравится. Вот там такие более качественные продукты. Вот, так что мы зайдем и туда, и туда. Вход в него идет через парковку. Вот так вот ты идешь по такой тропинке. Здесь есть окошки, где уже можно взглянуть за продукцией, что продается в магазине. Здесь вот есть всякая такая садовая мебель. Есть типа мангальчики такие. Какие-то огромные мангальчики просто. Ну, огромные. Вот они нам не нужны, собственно. Скутеры. Ой, не скутеры, господи, самокаты. Мы, собственно, пришли сюда, чтобы найти такой маленький стол, чтобы поставить его рядом с диваном, чтобы было удобнее сидеть как раз за компьютером, либо чашку кофе поставить. То у нас есть один стол, но он не совсем удобный. Вот, и там мало что помещается. Хочется как бы какое-то дополнительное место. Может быть? Думаем про складной стульчик еще, который можно будет перемещать. Вот меньше. Вот они вроде он более складной, дешевые, стоит столько же. Тут есть различные растения. от кактусов.
кстати, вот цены, допустим. А мы идем наверх. Там должно быть еще больше каких-то комодов, столов, стульев. И плюс там сейчас еще продается всякий новогодний декор и система хранения. Вот, поэтому нас это больше интересует. Собственно, мебель, всякие столики, комоды. Мы думаем как раз про столик к дивану, вот, пока рассматриваем вот этот, вроде неплохой вариант. И я думаю насчет прям совсем такого маленького, под чашку кофе, типа такого. Вот, посмотрим сейчас, что выберем в итоге. Вот то, что есть еще, вот, как-то так. Кстати, вот этот столик, тут вот комплект такой из двух вот таких стоит 51 590, а вот это вообще стоит где-то в районе 2000 рублей. Вполне себе неплохой вариант. А этот мы рассматриваем, он 5500 стоит. Много различных стульев. Но это, конечно, не наши Икеа, они здесь подороже все. Хотелось, конечно, какой-то такой прям вообще лайтовый вариант взять, может быть, на балкончик, но они дороговатые. Вот тут уже всякий новогодний декор, гирлянды. Тоже всякие елочки, много всего различного декора для дома. Сейчас поищу как раз что-то в плане системы хранения. Тут очень милая птичка. Прям милаха. Тоже очень красиво все выглядит. Что, сегодня у нас опять Макдак. Сколько это все стоило? Что у нас здесь? Двойной чизбургер, Биг Мак, картошка, кола, Ну, примерно сок. 700 рублей за все. 700 рублей. 7 долларов. А это мы как раз добрались до Джамбо, решили взять сковородку сотейник. Здесь они оказались дешевле, чем везде, где мы увидели именно эти модели. В супермаркетах кофе по большей части либо растворимый, либо вот в капсулах очень любят. В итоге контейнеры для хранения мы купили сковородку сотейник, но пока что без стола. И взяли еще раскладной вот такой вот стульчик, чтобы просто, допустим, в парк взять с собой. Вот он, кстати говоря, в Джамбо оказался дешевле гораздо, нежели чем в Изе. Не знаю, удастся ли вообще здесь найти чай с шиповником, но я привезла небольшой запас. Малышка стала чаще икать. Это бывает не всегда комфортно. Мы совершенно случайно узнали, что в Буэнос-Айресе состоится гей-парад. Ни разу не были на таком мероприятии. Хотелось посмотреть, что из себя будет представлять подобный фестиваль. Было очень много радужных флагов, причем совершенно разных расцветок. Музыка играла всюду. Естественно, были интересные яркие костюмы. Но сама атмосфера была прям вот, очень позитивной. Люди вокруг улыбались, веселились, они действительно были счастливы, и это очень заряжало. Такая как бы энергия исходила, позитивная очень. Людей тоже собралось достаточно много. Было интересно наблюдать за тем, как кто-то прям вот заморочился и продумал настолько свой наряд. На параде были различные грузовики, которые украшены под какую-то свою тематику. Было много разбросано вот таких вот флаеров с сердечками. Вот тут, мне кажется, видно, насколько яркими были краски. Мы приехали немного раньше, поэтому я чуть устала ждать именно шествия. Вот поэтому мы решили чуть-чуть пройтись, а также перекусить, потому что я проголодалась. А так как народу было везде много, то ближайшие кафехи были заняты. И вот так прогулявшись, немножко потратив время, мы как раз уперлись в само шествие и застали несколько вот этих вот машин
с людьми, которые веселятся, развлекаются, кидают вот серпантин с шариками. В общем, достаточно ярко и весело было. Если еще немножко добавлять про парад, то мне кажется, что как мероприятие это, в принципе, достаточно классно, потому что то, насколько яркие эмоции у людей, насколько они счастливые, да, насколько все выглядит заразительно, вот, это только восхищает на самом деле. Мне понравилось, что не было какого-то навязывания, да, каких-то своих взглядов, что это больше как такая действительно присутствует атмосфера праздника, вот этого какого-то счастья. И именно это, мне кажется, как раз правильно, потому что именно это заряжает людей на какие-то положительные эмоции. Кто-то чувствует, что он не один, что каждый может как-то самовыразиться еще при всем при этом. В общем, не знаю, на мой взгляд, достаточно приятное мероприятие было. Конечно, оно немного не продумано с точки зрения, наверное, каких-то таких социальных условий. Можно было, наверное, я так понимаю, что это не самое, наверное, организованное с этой точки зрения, да, как бы мероприятие. Вот. А так, конечно, наверное, не хватало каких-то кабинок с туалетами больше. Кого-то, кто мог регулировать немножко толпу, потому что были моменты, где могла образоваться прям вот какая-то такая давка, вот. Но в целом я осталась, допустим, с какими-то такими приятными эмоциями. Мне это напомнило больше, наверное, даже какой-то парад мыльных пузырей, который у нас проходил на Арбате в Москве, где тоже собирались люди в каких-то ярких, необычных костюмах. Всюду были мыльные пузыри, и вот за счет того, что это именно не какое-то такое официальное мероприятие, да, где люди могли как-то ощутить вот эту свободу, ощутить то, что можно чего-то как бы не бояться, не опасаться, где можно немножко раскрепоститься и показать себя. Наверное, как-то так вот. Мне очень нравилось раньше то, что проводились такие фестивали. Чуть-чуть нашего обратного пути после парада. Мне очень нравилось то, как солнечно выглядит площадь, очень красиво. Вот. И я хотела показать еще метро Буэнос-Айреса, вот такие вот поезда. Ну и небольшой кусочек опять моего любимого парка, это сад Ботаника. Опять же таки, если вы еще не были в нем, обязательно посетите. Удивительные растения, очень красиво. Мы наконец-то добрались до знаменитого кладбища Реколетто. Вот так вот выглядит оно. Здесь множество различных потрясающих склепов. Очень красиво в плане какой-то архитектуры, наверное, если так правильно, конечно, будет сказать. Но в любом случае, пока по нему гуляешь, есть что-то такое мистическое, завораживающее, наверное. Чтобы посетить кладбище, необходимо купить билет. Оплачивается он местной картой. У нас, к сожалению, только наличные карты, местные у нас нет. Вот поэтому у нас была такая небольшая загвоздка. Но перед нами стояли ребята, как раз местные, которые могли оплатить билеты картой. И мы просили как раз их помочь. Отдали им наличные по стоимости билета. Они нам спокойно совершенно купили вход. Мы хотели как-то отблагодарить, но они сказали, что ничего не нужно, а вот просто улыбнулись и ушли. Это еще разочек к слову о каком-то местном добродушии, о дружелюбии, вот, о том, насколько приятные вокруг люди. Относительно кладбища Реколетто, конечно, там присутствует какая-то такая своя атмосфера. Очень интересно то, насколько исторически, насколько визуально изящно, наверное, если можно так сказать, выглядят все эти вот гробницы. Не знаю, конечно, как там прогуляться ночью, вот, но именно днем присутствует какая-то такая атмосфера, больше, наверное, завораживающая. На мой взгляд, на таких, конечно, исторических кладбищах нет какого-то угнетающего, доминирующего, да, эффекта, и это, на мой взгляд, как раз плюс. Вот. Так что было достаточно любопытно
по нему прогуляться. Вот. Мы в свое время были как раз в Чили, и там тоже было похожее кладбище, тоже с такими же монументальными изваяниями. Такое место можно даже осматривать с точки зрения какого-то искусства. Не знаю, правда, насколько получилось передать это в видео. Надеюсь, что вам было любопытно тоже прогуляться со мной. Делитесь, что вам запомнилось из моего видео больше, что заинтересовало. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, вот я с радостью отвечу. И всем пока-пока!